Солнце встает над обширными лугами национального парка Хванге в Зимбабве. В этот тихий момент одинокий старый лев-самец издает рев. Когда-то он был вожаком могучего прайда, но с течением времени его здоровье постепенно ухудшалось. Некогда величественный человек исхудал, его грива растрепалась. Однажды утром молодые львы стали более агрессивными и захватили лидерство. Они напали на бедного старого льва, разорвали его шкуру и укусили за ноги. Старый лев-самец слабо сопротивлялся, из его ран сочилась кровь. В конце концов, он больше не мог продолжать, и прайд выгнал его с территории. Шаг за шагом он, прихрамывая, приближался к границе национального парка, к месту, где никогда раньше не бывал. Раненая лапа вызывала у льва боль при каждом движении. Его голод был еще более мучительным, потому что он не мог охотиться в таком жалком состоянии. Разум его был затуманен, перед глазами была только сухая трава, горящая под палящим солнцем. Жажда, голод и кровоточащие раны быстро истощили его. Старый лев брел вдоль границы национального парка, приближаясь к малонаселенной местности. Там люди жили в простых деревянных домах. Госпожа Фарида, пожилая женщина, которая раньше работала в Хванге, решила жить поближе к животным, которых любила. Она хотела, чтобы ее уход на пенсию был связан с дикой природой. Однажды вечером в сумерках миссис Фарида услышала слабый шум за пределами деревянного дома. Она осторожно открыла дверь и внезапно оказалась лицом к лицу с большим старым львом-самцом. Это зрелище заставило ее вздрогнуть. Зверь был одновременно свирепым и жалким. Его тело покрывали раны. Лев тихо зарычал, но звук был слабым, скорее угрожающим. Госпожа Фарида поняла, что хрипящий звук был похож на крик о помощи, а не на нападение. Тело льва было покрыто грязью, а рана на лапе распухла. Несмотря на то, что она была напугана, она медленно отступила в дом и взяла свою старую аптечку первой помощи. Она просчитала опасность. Если лев внезапно нападет, она может не выжить. Но интуиция и сострадание заставили ее действовать. Миссис Фарида повернулась и медленно подошла ко льву, который, обмякнув, стоял перед крыльцом. Лев склонил голову набок, казалось, у него не осталось сил. Она начала промывать раны на его шее и спине, отчетливо видя глубокие следы укусов. Она тихо сказала: «Не бойся, я помогу тебе». Ею овладело напряжение, но многолетний опыт работы с животными научил ее сохранять спокойствие. Самым сложным была рана на ноге. В том месте, куда был укушен лев, кровь запеклась. Миссис Фарида использовала теплую воду и антисептический раствор, осторожно удаляя грязную кровь. Лев застонал от боли, но продолжал лежать неподвижно, словно смиряясь с этим. Увидев, что он не агрессивен, она предположила, что он слишком измучен, чтобы сопротивляться. Постепенно она закончила перевязывать львиную лапу чистым бинтом. При этом она продолжала заглядывать в полузакрытые глаза животного, чтобы обнаружить какие-либо необычные признаки. После оказания первой помощи она вздохнула с облегчением и встала. Ее руки и ноги дрожали от волнения. Она вернулась в дом, позвонила в природоохранную службу в Хванге и сообщила о ситуации. Они были удивлены, услышав историю о старом льве-самце, который забрел в жилой район. Однако они пообещали вскоре приехать и привезти вспомогательное оборудование. Ожидая, госпожа Фарида стояла на страже, опасаясь, что может появиться еще одно дикое животное. Закат окрасил небо в оранжевый цвет, обрисовав потрепанный силуэт льва перед деревянным домом. Миссис Фарида посмотрела на льва, и ее сердце наполнилось жалостью. Когда-то он был хозяином лугов, но теперь рухнул прямо на пороге дома людей. Примерно через 30 минут появилась машина охраны природы с ярко горящими фарами.
Они вышли из машины, держа в руках пистолет с транквилизатором и большую железную клетку. В этот момент лев слегка приоткрыл глаза, пытаясь поднять голову. Он тихо зарычал, испуганный светом, бьющим прямо ему в глаза. Рана на его лапе была перевязана, но он все еще был слаб. Один из сотрудников достал шприц с транквилизатором. Тщательно прицелился и выстрелил в льва, чтобы избежать опасности. Укол попал в цель. Лев слабо сопротивлялся, но затем постепенно потерял сознание. «Удачи!» – закричали они, поспешно унося его в защитную клетку. Миссис Фарида медленно подошла, осторожно дотронулась до железной решетки и посмотрела на неподвижно лежащего льва. Хотя она знала об этом всего несколько мгновений, она привязалась к нему из-за своей симпатии к человеку такого же преклонного возраста. Лев закрыл глаза, но внезапно открыл их и снова посмотрел на нее, словно желая поблагодарить. Миссис Фарида улыбнулась и слегка кивнула. Сотрудники заповедника успокоили ее, сказав, что отвезут его в ветеринарную станцию в безопасном месте. Она кивнула, глядя, как машина с клеткой льва уезжает в ночь. Все произошло как во сне. Госпожа Фарида вернулась домой с чувством облегчения. На следующий день она продолжала думать о старом льве. Выживет ли он в опасной ситуации? Время шло медленно. Прошла неделя. И она решила сама отправиться в национальный парк Хванге. Она подъехала на старой машине к воротам, к которым была прикреплена в течение многих лет. Персонал узнал ее издалека. Сразу же поприветствовал и отвел в безопасное место. В отдельном помещении, достаточно большом для того, чтобы старый лев мог восстановиться, и за ним был обеспечен уход. Миссис Фарида с тревогой спрашивала, в каком состоянии рана на лапе льва. Когда она приехала, то увидела, что лев стоит рядом с стальной оградой и выглядит здоровее, чем раньше. Пес сразу узнал ее, радостно зарычал и подошел ближе. Повязку на его лапе заменили на новую. Старые шрамы постепенно затягивались. Госпожа Фарида медленно протянула руку через ограду и нежно погладила его по шерсти на лапе. Старый лев не уклонился от нее, а вместо этого потянулся всем телом, как бы отвечая на ее ласку. Сотрудник природоохранной организации сказал: «Мы наблюдали за ним в течение прошлой недели, его состояние значительно улучшилось». Госпожа Фарида слегка улыбнулась, и на сердце у нее потеплело от осознания того, что она вовремя спасла его. Работник продолжила: «Этот лев, вероятно, не сможет вернуться в Прайд. Мы будем заботиться о нем до конца его жизни». Ее взгляд внезапно смягчился. В нем появилось сочувствие и понимание жестоких законов природы. Старый лев, казалось, понял эту историю, глядя на нее затуманенными глазами. Она протянула руку и нежно коснулась косматой гривы через изгородь. «Я старая, мне здесь хорошо». Лев снова тихо застонал, словно соглашаясь со своим благодетелем. Миссис Фарида вспоминает, что в первый момент, когда она увидела льва, его тело было на грани истощения. Если бы она не вмешалась, лев бы умер прямо перед ее домом темной ночью. Но теперь он был в безопасности. С едой, лекарствами и местом для восстановления сил. Госпожа Фарида была счастлива, что смогла помочь человеку, жизнь которого близилась к концу, умереть не напрасно. Она повернулась, чтобы поблагодарить защитников природы, которые пытались спасти льва и позаботиться о нем. Они улыбнулись и сказали, что она была самой храброй. Она подумала, что, несмотря на свой преклонный возраст, она по-прежнему любит животных, как и раньше. Лев моргнул, глядя на нее, и умиротворенно вздохнул. Она положила руку на сердце, ответив на этот взгляд с редкой для ее преклонного возраста теплотой. Затем она попрощалась, пообещав часто навещать его и принести что-нибудь из его любимых блюд. Выйдя из безопасной зоны,
Миссис Фарида умиротворенно улыбнулась, веря, что последние дни старого короля пройдут спокойнее в месте, где о нем по-прежнему заботятся. Дорогой друг, спасибо, что нашел время следить за сюжетом. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы поддержать нас.